Виртуальная экскурсия по Гуанчжоу. Со мной Сергей. Для него я провожу реальную, настоящую физическую экскурсию, ну а для вас виртуальную. Выходим на станции метро 11:17 или 5:03. Выход А. Напомню, Гуанчжоу это один большой рынок. Прогулку по парку Ливан мы начнем вот с этого входа возле храма. Возможно, этот парк называется не совсем Ливан, но мне легче было запомнить по названию страны. Может быть, он Ливань. У Сергея есть телеграм-канал. Сказал, сегодня ему очень интересно погулять, все это заснять, смонтирует. Возможно, в тот момент, когда вы смотрите мой видеоролик, у него уже на канале есть. Ну, понятно, что если я где-то что-то переврал, например, название парка, то он тоже неправильно назовет. Потому что мы не сверяемся с путеводителями. Я провожу для него экскурсию как для друга, особо не напрягаясь. Сдается жилье недорого в историческом районе Гуанчжоу. Канализация, да. По внешней стороне дома. Здесь морозов не бывает, не замерзнет. Вот что-то тоже из верований местных. Я не знаю, честно. А вот такие трусы у меня были. Твои? Ну, это не мои. Мне очень нравится гулять по этим улочкам. Но здесь легко заблудиться. Пойдем вон туда, к летучим мышам каким-то. Пойдем. А, это морская волна. Граффити. Украсили разваливающиеся стены. А это интересно, что такое у них тут сушится? Окурки. Я не знаю, что это. Кто-то мусор выкидывал, наверное. Из окна? Да, И зависло, да, может быть. Тут не будем, лювак будем, да? Хорошо. Значит, кофейню не ищем. Бычка зажарили вместе с булками. Кошек, свиней, крыс. Это все, что они едят. Приятного аппетита, дамы. Посмотрите, сколько здесь интересных мест. Мы все это прошли мимо, потому что сегодня у нас огромная программа, и мы решили, что это, да, интересно, но будет еще интереснее. И мы просто не сможем физически посетить все, что можно. Поэтому выборочно. Но вы можете прийти сюда, приехать или позвать меня, показать вам эти места, и здесь уже выбирать сами, что хотите посмотреть и заснять для своих зрителей, если вы видеоблогер. Не знаю, почему этот парк прям люблю как-то по-особенному, несмотря на то, что он практически ничем не отличается от сотен тысяч других китайских парков. Да, ну потому что второй самец в этой группе с палочкой еле перемещается. Я хочу в старости также время проводить, а не лежа на диване и пялись в телевизор. Но все в наших руках. Старость надо научиться. Сереге понравилась бабушка поющая. Я случайно могу его назвать Костей. Я думаю, он меня простит, и вы тоже, потому что это брат Кости, с которым мы 73 километра проходили. Если вы вдруг еще не заметили сходства.
там водичка распыляют. Да. Ну, какой худенький. Как будто мы на чью-то дачу забрели. Посуду моют. Так интересно, туристическая зона вперемешку прям с обычной настоящей жизнью. Люблю, когда парк это не просто озеро и тропинки, а именно когда есть что-то такое, типа вот таких домиков и местных жителей. Вот туалет нашли. Идем бить твоего деревянного бандита. Ничего себе, какая техника! Я же говорил, не трогай ты этого бойца. Тут любой столб тебя победит. Это же почти Фошань, родина боевых искусств Китая. Это неправильно. Он тебя победил, значит правильный. Он читер. Он заваренный. 多年前，我牵了你的手，从此后我们风雨同路走。 Смущается. Ладно, не будем смущать. Не будем и продолжать. Она просто видела, когда заметила нас, Да. сразу улыбку пыталась сдержать. Ласками захлопала. Ага. Батя, что ловим? А, мусор ловим, понял. Это был парк Ливан. Теперь мы идем искать аптеку, потому что кое-кто был жестко избит манекеном, и мы боимся, что, проходя мимо китайца, плевок может попасть на руку, и... Я не боюсь. А я боюсь. И Серега подцепит какую-нибудь заразу, которая снова изменит весь мир. Вот аптека напротив. 22 юаня. Дезинфектор, палочки и клейкая лента. Сися. Давай, обработай. Ну а потом можно вот что-нибудь такое тебе на руку натянуть, и тогда точно ничего не подцепишь. Так необычно, старые дома. Напротив прям такие современные, за высоким забором, с золоченными вратами. И впереди гарден. Я так понял, на врата одни вообще, на ворота. Не скупятся, да? Это да, это признак крутизны твоей. И желательно, нежелательно, обязательно, чтобы была прям желтая такая позолота. Понятно, что это никакая не позолота, но желтая, яркая, блестящая. Интересно, сколько лет этим домам? Много. Вон, стеклышки тоже. Маленькие. Чтоб никто не залез. Кис-кис-кис-киса. Киса-кисуля. Не, ну я думаю, туда как бы совсем наглостью будет заходить. Но мне бы, конечно, хотелось. 回收旧手机、烂手机、旧电脑、笔记本电脑。
Как вы понимаете, мы вышли с туристической зоны. Это обычный старенький, очень старый жилой квартал. Не то чтобы историческая застройка, но все-таки. По всему Гуандуну можно найти огромное количество похожих жилых массивов, но вот в центре города они какие-то такие особенькие, старенькие, интересные. На окраинах вот не так. Вот у нас возле дома не так, хотя застройка очень похожая. Как говорится, люблю запах сырости и человеческой жизнедеятельности по утру. Здесь вот такой вайбик. Real life. Рыбки еще живые? Да, плавают. И хорчки тоже есть. Это новодел. Самодельный аэратор. Чтобы не покупать пузырьки для вот этих вот рыбочек. Они сделали сами. Опа! Чуть не упал. Они тебя сглазили. Они на меня проклятие Они наслали. так смотрели на тебя пристально. Где птички? Вот они где. Привет, волнистые попугайчики. Но вас бессмысленно учить говорить Денос ТВ, вы глупые, не говорящие птички. Вот не знает, что выбрать, Xiaomi-шный автомобиль или Huawei. Куда же он пойдет? Никуда. Денег нет все равно. Су-7. Круто, да? Берем? Ну, мне цвет вот этот вот нравится. Этот темновато, вот тот зелененький прям. Смотри, какой салончик. Все, беру черный Porsche с красным кожаным салоном. Porsche от компании Xiaomi. Это анекдот был про гинеколога, осматривающего, да, африканку. Мечта. Мечта. Я помню, впервые увидел, как они следят за человеком, могут за ним следовать. Я был в полном восторге. Но было это почти 10 лет назад. Представляю, как сейчас далеко шагнули технологии. А камера, которой сейчас снимаю видео, когда-то выросла из камеры для квадрокоптера. То есть они выпускали квадрокоптеры, делали такие подвесы, но потом стали покет делать видеокамеры. Мы дошли до станции метро 1.5 или 6.07. Здесь пересечение двух веток. Выход F. По мосту на другую сторону дороги. Сразу за мостом, еще через один мостик перейдя, можно попасть на остров Шамиан. Но мы на него пойдем позже. Сначала рынок морепродуктов. Можно поймать любую тварь на этом рынке и попросить, чтобы приготовили в ресторанчиках. 你好吗？ Нихао. 你会说中国话？ Тимбудун. 听不懂？ Тимбудун. 会说。 Тут кругом лобстеры, осьминоги, всякая прикольная живность, а мы за котятами охотимся. Ксюша, ты спрашивала, где рапанов поесть? Вот, пожалуйста, на рынке продаются. Как тебе червячки? Я ел. Да. На заставке я как-то вот так вот лежал. Нет, их варят.
Изначально их выворачивают наизнанку, а потом варят. Гадость, говорит, какая. Когда пойдете на этот рынок, не забудьте надеть резиновые сапоги, потому что здесь очень мокро, грязно, лягушки прыгают. А запах какой? Ну, запах рыбный. Это свежая рыба так пахнет, это не тухлятина. Очень любят их кушать. Вот эти-то? Да, ни разу не пробовал. Они реально похожи на... Моржовый член. Под ногами крабы. Кого тут только вообще нет. Сюга говорит, это беженцы, но они недалеко убежали. Какие рыбки красивые. Крабики. Черепашки. Они смирились и даже уже не квакают. Главное ни во что не вляпаться. Пожалуйста, только пальцы к ним не пихай, хорошо? А то я боюсь за тебя. Как тебе? Они ж невкусные. Вкусные? На курицу похожи. Рынок начинается где-то там и заканчивается где-то почти на Шамиане. Очень большой рынок. Здесь всегда многолюдно. В Гуандуне есть кошачий рай. И даже не один. Рыбные рынки. Если бы я был котом, обязательно поселился именно на таком рынке. Сколько еды. А запахи какие. Мурр. Приценились к лобстерам. И считаем, что 450 юаней за полкило как-то дороговато. Живого веса. Вообще все цены дорогие. 12 юаней за утро. Надо торговаться, это ж рынок. Смотри, пытается убежать. Интересно, если ему в рот палец запихать, он сильно укусит? Осьминожки, да, такие милахи. Можно пощупать. В смысле, чтобы он тебя пощупал. Хочешь? Хочу. Вонь рыбного рынка я решил перебить приятным запахом дуриана. Дурианового мороженого. Приятного аппетита. Привет! Эх, цветы красные. У посольства Советского Союза. Это так? Вообще. Сразу видно человек. Фотограф, да, в разных позах, не очень удобных, удовлетворяет клиента. Прям чувствуется английский стиль. Но если кому-то не чувствуется, можете в этом убедиться, прочитав табличку. Плохо сфотала, тут у меня кривая рожа, давай перефотывай. Они ведь специально красиво одеваются за всех этих фотосессий. Несколько комплектов платьев притаскивают с собой. Подделки Луи Виттона. Ну, может быть, настоящие, но, скорее всего, подделки. Гуанчжоу славится подделками, если кто-то не в курсе. Подделками брендов одежды и обуви, ну и сумочек. А подделками электроники славится Шэньчжэнь. Там всякие айфоны поддельные делают на Фоксконе. Но это уже другая тема. А белый лебедь на пруду, иди я сфотаю звезду. Не доверяй, Серега, мне свой айфон. Говорит, я сам сфотаюсь. Штатив же есть. Позируешь? Ты только далеко штатив не убирай, там еще будут объекты, перед которыми позировать надо будет. На самом деле здесь очень классно. А еще можно покушать. И судя по виду вот этой вот бабушки,
Недорого. Шучу. Возможно, это бабушка-миллионерша. А может, даже миллиардерша. Ну, выглядит, правда, как я с похмелья нерасчесанный. Ой, она очень старенькая. Она такая колоритненькая. Да, Она достойна, чтобы ее сфотали. и сняли. Да, во. Нефритовый корабль. Сколько что стоит? Я не знаю, он не продается. Этот корабль стоит на ресепшене отеля. Вот это пагода. Почти в натуральную величину. Тоже не продается, ценника нет. Похоже, сегодня фильмы здесь снимать будут. Ну или клипы. Охранник напрягся, я хотел домой. Потрогать Ручку хотел. покрутили. Ну ты... Ай-яй-яй. То в кадр стримершем лезешь, то ручку покрутить хочешь. Возможно, через несколько лет выйдет какой-нибудь фильм типа «Доспехи Бога 4». И мы так мимо этого места, где проходили съемки, 4 уже есть. проходили. Есть? Что-то «Доспехи Бога 2» официальное окончание, а 3 уже даже не настоящий. Но я помню, Это что все вольности перевода, дубляжа. Мы сюда пришли попить кофе, выкаканное люваками. Кофе-лаку кофе. Что-то около 40 юаней, по-моему, кружечка. Кофе лювак, самый дорогой, 268. Вот еще есть американо за 128. Прям, ну блин, очень надорого. Мне почему-то 40 юаней помнилось. Но я думаю, мы вот такое пили, не лювак. Кофе за 128 юаней подают вот в таких стаканчиках? Да. Шучу. Нам водичку теплую принесли для того, чтобы желудок разогреть. Ты тоже снимал? Извини, пересними дубль. Зачем? А, ты оставишь мой закадровый голос. Ну ладно. Почему нет? И булочка что-то там 200 или 300 юаней. Воронишка. Не, про кофе за 128 я не соврал. Нет. Это шок для меня. Вот оно самое. Я боялся, будет маленький. Нет, А кто нормальный это? размерчик. Обезьяны? Сейчас узнаем. Вот здесь написано, видишь, на Суматре живут. Кушают фруктовые зерна, потом выкакивают, и мы их сейчас будем пить. Да. Приятного Пальчик всем от- аппетита. оттопырили. Вот я тоже так делаю. Обычный кофе, короче, по вкусу. Обычное, даже не обычное, а обычное. Настолько все плохо? Обычный, правильно, да? Нет, если кофе плохой, то обычное. Да? Конечно. Оно же. Лювак или мусан. Это зверек небольшого размера, похожий на хорька. Относится к виверовым. Это и не обезьяна, и не крыса. Будем верить, что этот кофе приготовлен на самом деле из кофейных зерен, выкаканных люваками, потому что иначе это развод на бабки. Ой, пальчик забыл оттопырить. А где сахар? Что он такой горький? Где сливки? Фу, какая гадость, а. Самовнушение называется, смотрите. Этот кофе стоит 128 юаней. Почти 1500 вот за эту кружечку. Какой он приятный, аромат, бодрящий. Я только нюхнул, уже прям о-хо-хо, сил прибавилось в теле. Только кружка большая, тяжелая. И горячая. Пытаюсь вкус какашка поймать, но что-то... Нас обманули, да? Это обычный кофе. Обычный кофе. Без какашек. Без какашек. Я расстроен. Я тоже. Выкакивается с 1896 года. Давно. Я не знаю, от чего меня так развезло. Возможно, от осуществленной Серегой мечты нам в другую сторону. Может быть, от горячего, может, на самом деле неплохой был кофе, такой бодрящий, кофеиновый. Ну, в общем, как-то это хорошо. Да, да. Я аж Я тоже. все слова забыл. Я только смотрела. Стоило того. А теперь стоит зайти и хотя бы посмотреть на интерьер французского ресторана. В вагоне-ресторане так себе, а вот в самом ресторанчике очень даже миленько. Один посетитель есть, кроме нас.
Ну, подача здесь очень красивая. Здесь очень красивая подача, да. Еда средненькая, не впечатляет, а вот именно подача, интерьер, обслуживание классное. Мы покинули остров и вернулись в современный Гуанчжоу. Шумный, немножко грязный, загазованный в смысле, и многоуровневый. Станция метро 608 и 814. По-русски культурный парк. И мы решили заглянуть на рынок шаманских всяких. Ну, вы сейчас увидите, поймете, чем я. Мы решили приятное кофейное послевкусие добить кардицепсом и грибами. Грибы тут прям суперские. Ну и корень мандрагоры тоже продается. Вот лапки динозавра. А какой запах! В общем, когда мы уйдем с этого рынка, вот видишь, он уже принял какой-то вкусный напиток, и ему очень хорошо. Ему настолько хорошо, что забирай все и уходи, и он не заметит. Вот это гриб. А где мухоморы? Мухоморы где? Вот здесь целый рынок вот такого вот всего. 35 юаней. 2006 года урожай. 70 юаней. 15 юаней. Я не разбираюсь в чаях. И знаю здесь одно слово только. Юньнань. Адидасы за 59 юаней. Нкия. Ксикси. Ой, я даже это не прочитаю. Гуанчжоу, столица подделок. Нкия, абибасы и все здесь делают и продают. Обращайтесь. Шучу. Или не шучу. 98 юаней? За полкило. Сколько иностранцев. Не то что с утра, одни бабушки, старушки танцевали там. Переходим быстрее, пока нас не задавили. Обожаю вот эти улочки. Не покупать, а просто гулять. Я говорю, нельзя ничего на этом рынке покупать и нюхать. А ты все, давай чай попробуем, грибы понюхаем. Вот они понюхали, уже 10 лет тут лежат. Полиция рядом. Так она их охраняет. Фу, блин, бомжами воняет. А, это от полиции. Ай, капец, ванизма. Нет полиции, конечно, я шучу. Нас же китайцы смотрят, и полицейские тоже. Сянчжулу. Первая пешеходная улица на нашем сегодняшнем пути. Что здесь интересного-то? Здесь красиво, когда подсветку ночную включают. Че, мужику все труд. Обратите внимание, это ребенок, я не знаю, что это за гриб у него над головой, в традиционной китайской детской одежде. Как я узнал, что это традиционная китайская? Вот так. Натерли все. Такая одежда на данный момент запрещена. Во всяком случае, на юге Китая вы никогда не увидите уже. Главная деталь-то, смотри, как блестит. Да. Запретили прям продавать вот такую одежду, ну и, соответственно, раньше можно было в любом из этих магазинчиков купить. Сейчас только женские, как бы сказать-то, пижамы с таким разрезом можно встретить, а детские нет. Серега так разволновался, увидев отполированный писюн, что забыл сфотографировать. Говорит, пойду схожу, это интересно. А мне сразу вспоминается песенка «Он показывал писюн, он показывал писюн». Писюн, писюн. Писюн, писюн. Где-то здесь висела фотография Путина, поедающего мороженое. Я помню, детей спрашиваем, это кто? Они, мы не знаем. Но сейчас они знают, кто это. Он показывал писюн.
Он показывал писюн, писюн, писюн. Реально блестит просто. Часто трогают. Извращенца. Ребенка трогает. Да за это в тюрьму сразу. Где же я видел такую лошадь? Во внутренней Монголии, что ли? Уважаемые зрители, кто вспомнит, напишите в комментариях. Я пока только начинающий путеводитель. Поэтому не все помню, не все знаю. Я тренируюсь на друзьях, показывая им города. Вдоль этой улицы можно встретить очень-очень колоритные прям переулочки, улочки. Вот в любой такой вот поворот заглянуть, там так классно. Но я решил показать самый крутой туалет в округе. Иди, не бойся. Если плечи пройдут. Дай туалетную бумажку. Хочу туалетную бумажку. Эх, к сожалению, достопримечательность в виде аппарата, выдающего туалетную бумагу по лицу, отключили. Фишка в том, чтобы не своровали всю бумагу, нужно подойти, показать свое лицо, и тогда только немножко вот отсюда выдастся. В следующий раз получить бумагу можно только через десяток минут, не раньше. Так что весь рулон никто не украдет. Видимо, главная достопримечательность этого туалета сломалась. Что такое? Выдача туалетной бумаги не работает. От некоторых зданий только фасады остались. Но все равно мне нравится. Но больше, конечно, мне нравятся вот те улочки. Серега сказал, сейчас снимет. Снимет фото-видео и пойдем. Пуэр за 70 юаней. Блин. Прикольно наблюдать за видеоблогерами со стороны. Ржака такая. Где-то я эту рожу видел. Не могу вспомнить где. Модель какая? Да, модель, стопудово. Очки рекламирует. Вкусно пахнет кишечками. Приятного аппетита. Реально вкусно. Сейчас пойдем посмотрим, чем питаются местные. Шариками. Да, утиная, скорее всего. Они ее тут почему-то особо обожают. Китя кушают, они Китю кушают. Не надейся, не только. Сейчас вот так раз заглядываем, и здесь джинсы Levi's. Да? Конечно. Здесь Gloria Jeans. Там, я не знаю, у меня все, у меня познания в брендах закончились. Здесь парикмахер... Нет, тоже не парикмахерская, какие-то печеньки. Вот тут твое отшивают. Да, здесь мои трусы отшиты где-то. И ваши, уважаемые зрители, скорее всего. Склад на складе и складом погоняет. Да, вот в таких трущиках хранятся в том числе и дорогие вещи. Идет погрузка. Ну как, удивлен? Никогда такого не видел. Милота. Здесь заклеили. Видимо, много людей лапали руками этот щит, и их током убивало. Стакана в развалочку. Как GTA. Я сейчас от запаха подавлюсь. Вот это дуриановый кейк выглядит замечательно, но я обратил внимание вот на эти шоколадные. Хочешь? Нет. А я хочу. Думал, будет вкуснее. Рынок обуви. Но это нам совсем не интересно. Но, возможно, это интересно вам. Мы проходим мимо. Вот здесь вот ее прям шьют. Вот, швейный аппарат для обуви.
Да. Мы приближаемся к Бэйчжэнлу. Мне вот это здание очень нравится. Станция метро с таким же названием где-то там, куда сейчас направлена камера. Но мы до станции метро не пойдем. Поэтому, надеюсь, сами найдете по карте или карте метро. Тут классно. Как в Гонконге. Нет, как в Гуанчжоу. Это же так и написано на этих зданиях. Это историческое здание Гуанчжоу в стиле Кантона и труселя над твоей головой. Кис-кис-кис-кис. Привет. Нихао. Бэйчжэнлу. Самая известная туристическая улица Гуанчжоу. Недавно сюда приезжала делегация из Амурской области, включая губернатора. И они выбрали эту улочку погулять для ознакомления с городом, ну и вообще с Гуандуном. Не знаю, погуляли или нет, но спрашивали, как интересно. Я сказал, ну, в целом интересно, но есть более примечательные места. Они говорят, какие? Я начал вспоминать и решил, что в принципе, знаете, места достаточно, но здесь сразу можно посмотреть все. И еду, и культуру, и архитектуру, если особенно свернуть куда-нибудь в сторону. В общем, если вы впервые в Гуанчжоу, то Бэйчжэнлу рекомендую. Если уже видели, то, скорее всего, второй раз вам сюда не захочется прийти. Особенно сюда стоит сходить, если вам хочется поесть, если у вас ограниченное время. Часа полтора на прогулку по этой улице хватит. Ну и если не будете гулять, часа полтора на то, чтобы что-нибудь попробовать вкусненькое, тоже хватит. Вонючий тофу хочешь? Дома. Дома? Ладно, шашлычки или какой-нибудь вьетнамский, тайский ресторан. Но забегаловку с вонючим тофу я все равно покажу. Особенно учитывая, что сегодня вообще нет очереди, это удивительно. Вот в этом огромном чане его жарят. И обычно очередь составляет, ну, иногда бывает и 100 метров. Но сегодня вот так нам повезло. Поэтому, я думаю, надо все-таки купить маленькую мисочку за 10, по-моему, юаней. Нет? За 15 это с мороженым. Раньше было 10, теперь 12 маленькая, 20 большая. Ну и с мороженым 15. Я тебе завидую. Ты сейчас впервые попробуешь вонючий тофу на Бэйчжэнлу. На Бэйчжэнлу впервые, а так нет. Сегодня очень мало народу. Хотите увидеть настоящее столпотворение, приходите в выходные или в праздники ближе к вечеру. Протолкнуться невозможно. Но если любите, чтобы можно было любоваться архитектурой без толп, то приходите рано утром в будни. Каких только тут людей не встретишь. Но больше всего мы встретили продавцов копи-вотчей и чистильщиков обуви. Я говорю, мне эту обувь выкинуть надо. Я специально надел для того, чтобы идти на рыбный рынок. А они, давай почистим бесплатно. И мы приближаемся к одной из главных достопримечательностей Бэйчжэнлу, с моей точки зрения, огромному буддийскому храму. Не в ту сторону смотришь? Я снимаю просто, Что он такое снимает тут? Контраст современных зданий и вот этого вот храма. Мне кажется, он тоже современный. Меня вот эти вот, как это, мантры читают, не знаю, в общем, успокаивают как-то. Прям нравится нюхать аромат вот этих палочек. В разумных пределах, конечно, и слушать. Какое древнее дерево. Надо подойти посмотреть, сколько ему лет. После того, как насладимся вот этими песнопениями. Сходи, помолись. Этому фикусу 284 года. Представляете? 284 года.
Вон еще одно огромное. Может, оно еще старее. 230. Малолетка. Помолился. Ай-яй-яй, наругали чистильщиков обуви. Безобидных чистильщиков поймали, а те, которые нам реплики сумок и часов втюхивали, что-то я не вижу, чтобы даже пожурили. Но не они их сфотали, я думаю, в полицию вызовут в участок. Дегустация готов? Готов. Всегда готов. Ой, красота. Сесть, отдохнуть после 21 тысячи шагов. Подождать, сказали ждать 40 минут. Мое блюдо. Твое ничего не говорили? Ну, он быстро, скорее всего. Это что, ям? Что сегодня больше всего понравилось из того, что увидел? Все понравилось. Не могу ничего выделить, особенно прям на первое место поставить. Везде было интересно. Время приготовления том-яма 5 минут, реально. Да. Хорошее, быстрое блюдо ты заказал. Но я решил, что я том-ям пробовал, а ту штуку свою не пробовал. Я тоже его пробовал, но не пробовал еще в Китае. Сравнишь с тайским вкусом. Да. Очень вкусно. Вот эта булка сразу предложили порезать, зная, что я криворукий. Как они догадались, что у меня руки из жопы растут? Какая прелесть. Карри в булке. Сеси. Из яйца вылупился лицехват. Beijing Pedestrian Street. Хочешь магазин русских товаров? Поржать. Смотри, тут и Балтика, и тройка, и семерка, и девятка. О, повелитель севера. Я такое даже не знаю. Русский холод. О, наше мороженое настоящее. Произведено Андреем и Машей. Любовь, кофе, делюкс. Любовь. Никогда не возьму что-либо с такой картинкой. Ты реально танцевал? Уа! Бэйджинлу, 6-я ветка, 11-я станция метро. Выходите из Би, поворачиваете направо, еще раз направо и наслаждаетесь улочкой, по которой мы только что гуляли. Улочками. Это не только название улицы, это название вообще всего этого микрорайона туристического. День подходит к концу, но у нас осталось немножко времени. 2-я ветка, 12-я станция. На рынке новогодних товаров круглогодично новогодние товары. Ассортимент, конечно, не такой большой, как на Новый год, Рождество. Но даже летом можно купить вот эти вот елочки. Мэри Крисмас, Хэппи Нью Е, Дед Морозы, Снегурочки, олени и Санта-Клаусы. Прилетит вдруг волшебник в красном вертолете и бесплатно ничего он не даст. Заплатите деньжата. Вы скорее, ребята, а не то. Я вас накажу. Я очень-очень надеюсь, что сейчас матрица на камере не выгорит от такого яркого света, лазерных лучей. Ни у кого эпилепсия сейчас. Да, это точно. Хорошо зрители не видели мое лицо, когда я это увидел. Да не это.
А вот это! Ноги отрубленные, руки. Они что, издеваются? Я второй раз чуть не обосрался. Сейчас еще немножко Европе паханет. Не только от этого чудища. Сколько ты сегодня шагов прошел? 19 километров. 19 километров всего лишь. 26 тысяч шагов. Слабо. Ну, конечно, куда мне до вас, Костя? 78 километров. Нет, 73. Интересно, надо посчитать, сколько раз этот храм попал ко мне в кадр. Конечно же, это не все, что я знаю в Гуанчжоу. Просто выбрал одно место, и чтобы все было в шаговой доступности. Тут еще недалеко есть... да ладно, тут много что есть недалеко. Утиные шейки. Тут же ярче. Таракан. Смотри, тут такие напитки, они брендированные стаканы. Там многоразовые. Ну, многоразовый, но он что-то стоит 10 или 15 юаней. Да. А, я видел в обычном магазине. А вот это как термос. Тоже 10 юаней, что ли? Что ж там такое налито-то, что вместе с термосом 10 юаней? Боюсь даже представить.